Приветствую вас на канале Wow Nails Design. В этом видео спиливаю свои двухнедельные ноготки. Было безумно жалко, но также очень интересно было опробовать моделирование гелем на верхние формы. Ну и конечно же от меня Wow Design с зимней ноткой. Итак, длину убрала нейл-каттером и поймала себя на мысли, что очень понравился такой вариант маникюра на коротких квадратах с 3D розами и нюдовым вертикальным градиентом. Твердосплавной фрезой спиливаю весь материал, и на этот раз мне придется спилить практически начисто. Никакой подложки не получится оставить, чтобы меньше трогать ногтевую пластину и не травмировать ее лишний раз, так как наращивать буду на верхней формой, и лишний объем материала мне потом помешает хорошо установить форму. Да и плюс после снятия до следующего наращивания хожу где-то по неделе, по две, без всего, без какого-либо даже покрытия. И нагрузка у меня на мои ногти просто бешеная, поэтому на рабочих пальцах появляются небольшие участки анихолизиса, которые мне обязательно нужно выпилить. Старый материал спилила и делаю маникюр. Алмазной фрезой пламя с красной насечкой на 25 тысячах оборотах. Выпиливаю птеригии из-под кутикулы в синусах и в пазухах боковых валиков. Затем переключаю на реверс и повторяю те же самые движения, но уже в обратную сторону. С недавнего времени перешла на ножнички, ими отрезаю кутикулу. Пилочкой 180 грит прохожусь диагональными движениями по ногтю, чтобы приподнять чешуйки для хорошей сцепки искусственного материала с натуральным ногтем. И для наращивания буду использовать супербюджетные верхние формы миндаль. Заказывала их то ли на Озон, то ли на Wildberries. Ссылочку найду, оставлю в описании под видео. Первым делом примеряю формы, подбираю их по размеру. Смотрю, чтобы точки в рост были везде хорошо прикрыты, формы не были сильно большими и не были маловаты, чтобы уместилось достаточное количество материала, который будет в стресс-зоне. И также учитываю тот момент, что ноготки я покрою тонким слоем гель-лака. Итак, обезжиренные ноготки промазала бескислотным праймером, затем нанесла базу и отдельной кистью для геля втирающими движениями распределила ее. Просушила 30 секунд и на все ноготки на ногтевое ложе наношу безумно красивый гель-лак. У меня он цвета шампанского, с блестками, со светоотражайками, с разноразмерными кусками битого стекла и каких-то блесточек. Он очень легко ложится, быстро выравнивается и сохнет прям 15 секунд. Еще раз перепроверю, подстрахуюсь, правильно ли я подобрала размер форм. Совсем не обязательно, но если где-то мешаются вот эти заводские углы форм, их можно обрезать ножничками. Форма должна хорошо становиться на ноготок без какого-либо усилия и нажима. И далее буду использовать для наращивания моделирующий гель с сухоцветами. Он и витражный, и прозрачный, как стекло, и в нем прям идеальное количество, концентрация вот этих вот мелких сухоцветов. Могу сказать 100%, что гель прочный, и ногти из него и в данной технике получаются очень носибельные. Также для дизайна, для вау-эффектов буду использовать вот такие кусочки битого стекла, бирюзовый и розовый с таким синим отливом. И небольшая хитрость, как же я набираю этот гель. Гель я не перемешиваю, хотя я прекрасно вижу, что на дне баночки очень много этих цветочков. Я собираю со стеночек вот эти цветы, они там всегда оседают достаточно таким концентрированным плотным слоем, и промазываю ими форму. Если необходимо, добавляю этого же прозрачного геля, но мне не нужен толстый слой, тонкий слой, но нигде не должно быть просветов и каких-либо проплешин. На него тонкой кистью набираю буквально по 2-3 кусочка битого стекла, бирюзового и розового цвета. И вот такая вот уже стеклянная красота у меня получается. Кусочков битого стекла и вот этих сухоцветов синих мелких не должно быть слишком много. Должны быть некоторые участки, просветы, прозрачные, так ногти будут смотреться более такими вкусными и стеклянными. Таким образом выкладываю, промазываю все формы, сразу же каждую фиксируя по 10 секунд в лампе. Итак, форму я подготовила и начну со среднего ноготка. С него, потому что на нем будет вот эта объемная 3D роза, и он мне нужен прям тоненький-тоненький в качестве подложечки. Нанесла небольшую каплю геля в форму. Не просушивая вот этот вот жидкий гель, аккуратно кладу форму на ноготок, смотрю ее направление, чтобы она у меня не взлетала. Точки в роста все прикрыты и фиксирую буквально несколько секунд LED-фонариком. Затем ноготок переворачиваю и смотрю, что у меня под ногтем. Если необходимо, кистью убираю, выравниваю и затем уже просушиваю еще несколько секунд в лампе. Далее таким же образом делаю следующий ноготок. Но с той лишь разницей, что последующие ногти у меня более толстые и накладываю геля чуть больше в стресс-зоне. Точно так же на эту каплю жидкого геля
кладу на ноготок, сильно не давлю, иначе гель вытекает по сторонам и будут затеки из кожи, это все выпиливать потом очень неприятно. В данной технике необходим мощный LED-фонарик, который может постоянно светить, и не нужно его держать ни руками, ни ногами, ни ушами. Ну и плюс контролируем, чтобы он не попадал на кисть или гель, иначе мы все заполимеризуем и просто потом выбросим. Итак, я установила все формы, окончательно просушила 1 минуту. Самый залипательный момент — снимаю, отщелкиваю формы. И вот такая вот уже красота у меня получилась. Минимальный опил. И что мне безумно нравится, это изнанка. Переворачиваю ноготки, и там все гладенько и чисто. Ничего не нужно пилить, ничего не нужно покрывать. Все глянцевое, блестящее, стеклянное и красивое. Твердосплавной фрезой, я называю ее игла, спиливаю вот этот вот небольшой бортик. Также небольшие бортики есть у боковых валиков, ей точно так же аккуратненько там можно пройтись. Твердосплавной фрезой усеченный конус с синей насечкой прохожусь по свободному краю, немножко их выравнивая по длине и слегка по форме, и затем пилочкой уже дорабатываю свободный край. Средний я делала специально тонкий, и форму даже можно взять впритык или даже меньше на размер, чтобы он получился и узенький, так как еще по бокам тоже добавится объем, когда будем делать вот эту достаточно объемную 3D-розу. И теперь вытираю ноготки от пыли, подлазя ногтем с салфеткой во все пазухи. И затем перекрываю мизинец и указательный глянцевым топом без остаточной липкости. Самый завораживающий момент как раз, когда проявляется вся эта стеклянность и блеск. Далее на безымянном буду использовать слайдеры снежинки, хит номер 1 у моих клиенток и у меня. Ноготок промазала тонким слоем базы для гель-лака, просушила ее 5 секунд и вырезанный размоченный кусочек слайдера штампом для стемпинга переношу на ноготок. Силиконовой кистью, где необходимо, разглаживаю складочки, аккуратно приглаживаю, так как слайдер очень рифленый, чтобы не повредить вот эти вот мелкие фактурные элементы. Вся красота этих снежинок именно в мельчайших деталях, объемности и фактурности их. Просушиваю 10 секунд и перекрываю ноготок, хорошенько запечатывая слайдер глянцевым топом, чтобы слайдер не потерял свою рельефность и топ не скрыл вот эти вот все мельчайшие такие пупырочки. Тонкой кистью убираю с выпуклых мест слайдера излишки топа. Просушиваю топ и далее для 3D розы буду использовать густой прозрачный моделирующий гель. Он действительно очень кристальный и хорошо стоит на месте. Также мне очень удобно пользоваться 2 круглыми кистями диаметра 1,5 мм. И на палитру наставляю гель-лаки по пару капель: сиреневый, голубой и такой цвета шампанского. У меня это от Bon Priti, кошка со светоотражайками еще. Вот такой вот тональности у меня и будет роза. В центре ногтевого ложа ставлю каплю геля высотой 1 мм и шириной где-то 1,5 мм. Фиксирую промежуточно 5 секунд в лампе, либо это можно делать фонариком, кому как удобно. Затем второй кистью я закрашиваю гель-лаками, начиная от центра сиреневый кошачий глаз и дальше голубой, такими немножко хаотичными пятнышками как бы. Магнитом собираю блик по центру, чтобы он прям горел по всему ноготку. Принцип такой: каждый элемент обязательно фиксируем в лампе. Гель-лак 7 или 10 секунд, а прозрачный гель секунд 5. Итак, первую эту каплю с одного бока я обвела гель-лаком, приставила магнит, зафиксировала в лампе. Затем опять наставляю каплю прозрачного геля, фиксирую 5 секунд в лампе и по ней уже с другой стороны прорисовываю лепесток, приставляю магнит, фиксирую. Следующий лепесток там, где как бы пересекаются 2 предыдущие. То есть я также нанесла гель, зафиксировала его 5 секунд и по нему прорисовываю кошачьим глазом и приставляю магнит. То есть лепестки у нас получаются за счет вот этой прорисовки бортиков по прозрачному гелю. Чтобы роза получалась красивой, каждый следующий лепесток располагаем немножечко под другим углом. Я советую примерно как углы в треугольнике, то есть по такому треугольнику располагать. Да, дизайн 3D розы относительно муторный, много деталей, много это, но, кстати, вариант именно в кошачьем глазе самый простой за счет того, что мы делаем немного лепестков, она будет красива за счет своих вот этих переливов, горящих бликов. И плюс кошачий глаз не такой плотный, как обычные гель-лаки, и он моментально сохнет. Буквально 5-7 секунд достаточно, чтобы его зафиксировать. И эти гель-лаки, в принципе, никогда не скукоживаются, если вдруг вы там мало просушили, как это может быть с цветниками.
Итак, последние заключительные лепестки у меня кошачьим глазом цвета шампанского. Нижний лепесток я обрисовала по контуру ногтевого ложа. Примерно сильно ровно не обязательно, так как весь этот гель-лак переливается, светится и даже какой-то легкой неровности в принципе не будет заметно. В этом, собственно, и прелесть этого дизайна кошачьим глазом. И голубым гелем с сухоцветами доставляю свободный край. Выравниваю, дотягиваю усики обязательно, чтобы нигде не было никаких пробелов. Супер толстый и объемно свободный край этим гелем не закладываем, так как роза у нас еще миллиметр как минимум спилится, чтобы добраться до ее вот этой вот фактурности всей. Просушив окончательный ноготок, перехожу к опилу. Я это делаю двудосплавной фрезой на 30 тысячах оборотов, очень деликатно и быстро. Начинаю опиливать сначала с боковых сторон, затем смотрю сбоку и спиливаю ненужную толщину. И уже после выравниваю, если необходимо, дорабатываю пилочкой. Ноготок почти готов, вытираю его от пыли тщательно и перекрываю глянцевым топом. Самый быстрый и залипательный вариант 3D розы готов. Хочу все же отметить, свои видео я выпускаю не часто, так как стараюсь сделать видео максимально информативно, красиво, вкусно, вдохновить или смотивировать мастеров или себяшек на нереальную красоту и кайф в работе и дизайнах. Поэтому в одном моем видео, в одном моем маникюре по факту вмещаю несколько идей. И совершенно не факт, что все они должны встретиться на одной руке. Сделай то же самое наращивание, но без розы, и вместо снежинки приклей ракушку. И у тебя летний вау-маникюр на море. Но техника и идея точно огонь. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео вам понравилось и было полезным. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. А также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых видео!